Я с ранних лет увлеклась театром, и причем оперой, как ни странно. Уже совсем будучи молодой девушкой в 16 лет, я умудрялась ездить в оперу на какие-то билетики. И первая моя опера была, которую я слушала, «Фауст». А потом пошло-поехало. Я уже без этого жить не могу по сей день. Вы знаете, вот какая-то мистика. И вот у меня много в жизни таких случаев. Я даже знала, что у меня будет какой-то перед арестом что-то такое. Короче говоря, был случай со Сталиным. Однажды в сердцах я его очень ругала. Вот даю вам слово. И вечером, ночью я также задремала, он же на кресле выезжает и на меня смотрит таким суровым взглядом. Я расценила это так, что, мол, а ты-то что? Что тебя-то? Что тебе надо было? Для тебя были условия созданы, учеба, что ты была политиком, тебе надо была свобода слова. Вот даю вам слово. Ты бы жила своей жизнью и не лезла. А я рабочим в последнее время дал, так сказать, свободу, чтобы их везде принимали, во все учреждения. Вот такое было. Это я так тогда расценила своим умом. Думаю, за что он так на меня посмотрел? После этого я его перестала ругать. Так иногда думала, но перестала. Ну, к этому времени, которое было, никому не советую перейти, не надо. Событий, которое с нами произошло, у меня был вот товарищ по игре Саша Тарасов. Жили рядом. Он очень был симпатичный, красивый парень и отличался из всей нашей команды уличной своим умом, эрудицией, знаниями. То есть он был для нас авторитетом. И, так сказать, я проявила к нему большое чувство симпатии, если не больше. Почему я разделила его взгляды? Я видела нашу жизнь и кругом. Я каждого знала на Малокуновской улице, и как все жили, и как что втихую говорили. Понимаете, на меня, конечно, это все тоже производило впечатление. И поэтому, когда он мне предложил вместе с ним, так сказать, работать, я согласилась. Я попала под его как бы влияние, что ли. А он дружил с парнем Белкиным Виктором. Он учился в Институте международных отношений. Белкин вообще это уникум был. Это был замечательный, интересный человек. Это наш был мозг, как я хочу сказать, наш мозг. Самый эрудированный, самый такой человек. Белкина я видела один раз. Еще задолго до ареста, за год или за два, когда он учился в Институте международных отношений. Он приезжал к Саше в Кунцево, и я была в эту пору как раз у него, у Саши. Мы ж рядом жили, так бегали. Он на меня произвел большое впечатление. Потом из разговоров с Сашей я поняла, что он обладает какой-то уникальной памятью. Он мог прочитать страницу, ее воспроизвести тут же. Понимаете, у него была фотографическая память. Он прекрасно знал всю, так сказать,
теорию марксизма-ленинизма. Досконально. Как Саша Тарасов говорил, он лучше любого преподавателя вам мог все рассказать. Он владел совершенно. И вот в институте во время лекций он иногда такие задавал вопросы, на которые преподаватель напрямую не мог ответить. И поэтому вот за это вскоре его исключили из института как неблагонадежного. И он уехал в Воронеж. Поступил там в университет, потому что он отличался уникальными способностями, ему все это было очень просто. Но с Сашей они оставались друзьями. Они слушали волну какую-то немецкую, он прекрасно знал немецкий и все абсолютно понимал. Понимаете, вот такой был способный человек. Очень интересующий всем, эрудированный, из интеллигентной семьи. Отец его был врач какой-то известный в Воронеже. Ну, в общем, оба, я хочу сказать, ребята были. Вот я и сегодня говорю, и перед Богом, и перед людьми. Эти были замечательные ребята. Таких, дай Бог, чтобы в России у нас сейчас было побольше. Мыслящие, думающие. Только жалею, ведь нервы иногда сдают, что они ушли рано, не дожили до нашего времени. У меня от них осталось впечатление самые лучшие. Я их ни в чем не упрекаю. Хотя, не встретив их, я бы не была там, где я была почти 6 лет. Ну, это я, зовут Ванна Николаевна, вы уже видели. Это Мазус Израиль Аркадьевич. Не то, что там мы не были антисоветской организацией, мы были антисталинистами. Ни Демократический союз 20-х годов, ни мы не были антисоветскими людьми. Мы не считали себя антисоветскими. А вот антисталинистами мы были большими. Я думала одно время, вот даю вам слово, что это игра. Я даже над Сашей про себя думаю, ну что он игру, ну подыграю я ему. Даю слово, я ему этого не говорила. И Изе не говорила я. Я вообще не знал, что ее Аня зовут. Ее зовут Ира. У нее кличка была партийная, Ира. Я про Аню ничего не знал. Я думала, что это игра. Ребята придумали, ну поиграют. Я никогда не думала, что мы так далеко серьезно. Я же не знала, что там, он же о пятерках ничего не говорил. Мы же как, конспираторы? Мы о себе, они о себе. Мы не знали, кто там, поэтому я этих воронежских, ну, Белкина-то я знала еще задолго до ареста. Он когда и в уме не держал какую-то организацию создавать. Называл всесоюзная партия. Как она называлась? Это не кружок. Всесоюзная демократическая партия. Она сначала по-другому, просто Демократический союз, а потом Всесоюзная демократическая партия. Ребята назвали. А это Тарасов Александр Иванович. Но до того, как Тарасов поехал в Воронеж, мы этого ничего не чувствовали. Это когда Тарасов уже вернулся оттуда, он сказал, там, за мной следят, у него уже начались, у него началась паника у Тарасова. Если бы он, скажем, по-умному поступил, он мог бы прервать всякие связи с нами,
И ждать, чем все это, если он считал, что за ним идет слежка, надо было просто отсидеться дома. И ждать, чем это все это закончится. А он получилось так, что сначала он пришел к Борису, потом он пришел ко мне, потом он всех назвал, Но я вот сейчас, уже по прошествии стольких лет, я его не обвиняю в этом. Аня у него была как секретарь. Аня у него была. Она переписывала ему, перепечатывала, как машинистка там. Но Аня не готовилась к тюрьме. Вот. Поэтому, когда все это случилось, для нее вообще это весь этот ужас был. У меня какая-то была надежда, что думаю, а за что меня брать? Я, собственно, ничего не делала. Ну, подумаешь, там напечатала, документы держала. Ну, конечно, я уже сделала кое-что. Мы один раз встречались у Изиной тетки в мансарде, и там обсуждали, значит, свои планы. Так сказать, Саша нас просил, чтобы мы агитировали кого-то еще, чтобы они вступили, что это будет большая всесоюзная организация, где будет, так сказать, разоблачен культ Сталина, и какие-то изменения в обществе произойдут. Но он очень доходчив говорил. Он говорил, конечно, все аргументированно. И, конечно, вот это один раз я была, и даже он сказал, что мы обязаны платить членские взносы по 15 рублей. И мы, конечно, втроем, Изя, Боря и я, ему отдали по 15 рублей, как положено. Ну, а в отношении агитации, собственно, я и никого и не агитировала. Я так оглянусь кругом. Кого агитировать? Да и опасно агитировать. Мне органы дали возможность даже сдать почти все экзамены. Ну, видимо, они меня держали как притягательную силу для кого-то еще, членов. И, собственно, ко мне, со мной встречался, подошел ни с того ни с сего парень из Института международных отношений, отрекомендовался. Я вела с ним, я никому ничего не говорила. Ни о Саше, ни о какой организации. Я не знала, кто он и что. Я была верна слову, данную Тарасову Саше. Я никому ничего не говорила. Потом девушка из моей группы, Аля, тоже ко мне подходила, что-то, причем мы с ней не дружили, они ни с того, ни с сего. Ну, что я ей могла сказать? Конечно, я ей тоже ничего не говорила. Я не знаю, у меня такие мысли. А думаю, вдруг это из другой пятерки ребята. Но я молчала, я не знала, кто они. Ночью, это случилось ночью, стук в дверь. Открывает отец. Приходит два человека в черном. И, значит, показывает мне, вы арестованы. Я помню, я была в красненьком шерстяном платье, вот такая худенькая. Посадили меня в этот знаменитый воронок черный. Я в середине, они по бокам, на втором сидении. И сразу привели на Лубянку, привезли. Потом нагло заставили раздеться всю одежду, проверили во всех местах, нет ли у меня, в разные положения ставили, как можно женщину поставить, проверили, нет ли у меня чего. Ну, потом одели, фотографировали в анфас и в профиль. Значит, держали меня день в одиночке, совершенно узкий пенал, приделанный к стенке кровать, очень узкая. Собственно, там больше ничего не было. Что-то незначительно, по-моему, один матрас был, больше ничего, вот как сейчас я помню, потому что я, собственно, и не спала этот первый день.
На второй день вводят в большой кабинет. И я слышу возглас, в буквальном смысле этого слова. Сидит человек, по-моему, полковника, средних лет, хватается за голову и говорит: «Боже мой, кто же вас сюда привел, Бог или дьявол?» Ну, видит, девчонка пришла в красном платьице, худенькая, я всегда моложе своих лет выглядела, наверное, лет 16, но не 21. Следователь, как я его звала, Жора, но он был Георгий Погребняк. Он мне прямо сказал: «Вы ничего не скрывайте, потому что ваши ребята во всем признались, все рассказали нам, не утруждайте себя и нас». Не оправдывалась, там сидела вот то, а говорил: «Да, свободы слова нет». А он говорит: «Как же нет? А вы, говорит, говорили же». Я ему так на него посмотрела. Думаю, ну что тебе сказать? Говорила, а где я теперь? Периодически заставляли нас всех женщин, нас было в палатах по 6 человек, раздеваться наголо, якобы с обыском. Ну и все, кому не лень, смотрели кино в этот глазок на бедных голых женщин. Я была вот предана Саше Тарасову. Вот я сказала, я хотя на него была очень обижена, настолько, вплоть до депрессии. Нас вызвали на допрос, пусть это знают. Я сижу, и вдруг вводят Сашу. А на нас 3-4 следователя смотрят с интересом, как мы будем себя вести. Это уже, можно сказать, было в конце, перед вынесением приговора. Он сидит, каменное лицо, ни слова. На меня, как говорят студенты, 0 внимания, фунт презрения. Я окаменела, вы можете себе представить? И у меня сразу зародилась мысль, что он считает, что я его предала, их предала. Вы представляете, для меня какой был удар? Когда, сколько ко мне подсылали людей, все выпрашивали у меня, я звука не пронесла. И вдруг такой удар ножом в спину. Я была сражена. Вы знаете, у меня даже потом началась депрессия своего. Так мы расстались, не говоря друг другу ни слова. Но он потом все узнал. Конечно, после лагеря у него такое было, он мне писал в письма, хорошие письма мне, теплые писал. Потом освободился, он с такой симпатией со мной много времени проводил. И хотел, чтобы я была, я видела, чувствовала, чтобы я была с ним. По его поведению, по отношению ко мне. Это была моя, собственно, первая любовь к нему в моей жизни. Но у меня уже, вы понимаете, я стала другая. За это время, он вышел позже, на 1,5 года меня, я как-то изменила свое отношение, во мне все, ну, короче, я изменила отношение к нему. Сашу, вот Изя пишет там так, вот такую версию, а Саша, как я знаю, ну, тоже из рассказов его матери, по-моему. Его же держали в каком-то леднике, прежде чем он назвал всех имена. В каком-то холодильнике. И долго довольно. То есть он испытал какие-то мучения. Я не знаю, как вот такие мучения каждый может вынести. Допустим, он умер бы, а все равно бы всех арестовали. Все равно. Потом другая версия, воронежские. Там, может быть, кто-то.
У меня своя версия есть. Он мне как-то говорил, и он даже писал, у него одна статья есть, она у меня далеко где-то, где он, так сказать, агитировал поступить в эту организацию 2 военнослужащих ребят. А не исключена возможность, что один из них сказал. Мы этого не знаем. Тут он это писал, а больше нигде это я не слышал. Вот Изи что-то об этом не пишет. Так что, вы знаете, это такая загадка, как мы туда попали. Это не совсем точно и ясно. Статью определили, значит, 58, 10, 11. 10 – это советская агитация, а 11 – групповая. А групповая уже рассматривается как серьезное дело. Тут уже срок грозит больше. Короче говоря, в итоге как-то в один день вызывают меня, опять же, на допрос, но попадаю не по гробнику, а попадаю в другой кабинет. Сидит вот такой толстый дяденька, живот у него на столе. Запомнила фамилию, Дарон, прокурор. И говорит мне, вот вы решением, ну, этой знаменитой тройки особого совещания, вы приговорены к 8 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Вот это конец этих допросов. Саше дали, как организаторам и Белкину, по 10 лет, Мазусу и Воробьеву по 7 лет. Народу было много, разные категории. Даже сидели девицы, ну, врали они, не врали, не знаю. 2, по крайней мере. Оба, одна маленькая, симпатичная, другая высокая, тоже симпатичная. Говорит, а нас Берия подобрал на улице. Одна вот высокая говорит, вот прямо иду по тротуару, ну, с краю. Вдруг останавливается машина, открывается дверка, меня без всякого, и туда. Возможно, что думам нам станет тюрьма, но стоит ли жить на коленях. Идем мы и знаем, что ждет нас борьба за лучшие дни поколений. Мы к жизни сурово и готовим себя к победе над всеми врагами. Свободой засветится наша земля. Оковы падут перед нами. Но это что может написать мальчишка, революционер? Это было 1953 года, 5 марта, по-моему. Во время работы нас заставили всех выстроиться. И вдруг нам сообщает один из каких-то мелких начальников. Говорит, вот такого-то числа, в такое-то время скончался наш замечательный вождь, товарищ Сталин. Вот там еще дифирамбы были. Помянем его, в общем, минутой молчания. И в это время стали стрелять из ружей. Но мы стояли как вкопанные. Но большинство из нас подумали, господи, что-то будет изменение теперь. Какая-то надежда сразу появилась. Сомнений никаких не было. Но иногда у меня лично, как у девушки, думала, не надо мне было этого. Честно говорю, вот так я о себе думаю. Ну, что случилось, то случилось. Я хочу сказать, что ГУЛАГ – это позор в полном смысле слова. Это самое, если бы Сталин этого не делал, то да, ему можно было, он там порядок держал, но не оружием, не пистолетом. Позор нашим властям в первую очередь, а кому может еще? И вообще, что народ допустил такое? Мы что же виноваты? Мы же все с Луны свалились.
Мы и сейчас живем, мы должны так себя вести. Мы же здесь живем. В тех условиях нашего общества, в которых мы жили, в нашей ситуации не попасть было невозможно. Мы были уже заранее обречены. Это абсолютно точно. Даже если бы мы отказались от этой затеи, допустим, и кто-то из нас дошло до этого, все равно срок дали бы. Может быть, не по 10 им, когда 12 существует статья 58.12, по которой за недоносительство давали 5 лет. Все. Так что об этом уже я бы вообще ни о чем уже не вспоминала и не говорила. Время уже прошло. Но если это надо, чтобы люди помнили, пусть они помнят, что такое, чтобы у нас в стране не повторялось. Что люди рождены свободными и жить должны в свободе. Вот мое последнее слово.